Привет! Сегодня я приглашаю тебя в увлекательное путешествие по финансовым системам разных стран. Мы с тобой попробуем разгадать их экономические секреты и заглянуть в самую суть национальных характеров. Что если мы найдем их секретные рецепты финансового успеха? Или хотя бы поймем причины проблем? Давай попробуем. Мы проанализируем 5 ярких примеров: Великобританию, Южную Корею, Австралию, Нидерланды и Аргентину. Ты уже был в этих странах? Есть впечатления? Итак, разговор будет долгим, бери чай, кофе, что-то вкусненькое и начнем. Нидерланды. Начнем со страны, которая меня очень привлекает, потому что для себя я вижу там позитивную почву для роста научных и технологических проектов. Есть живая питательная среда. Но у меня своя картинка мира, а что мы вообще знаем об этой стране? Какое впечатление она создает? Когда мы уезжаем в Нидерланды, видим ухоженные города, чистоту на улицах, очень-очень много велосипедов, красивая природа, много цветов, поля тюльпанов, удобная инфраструктура, отличные дороги, прекрасно продуманный общественный транспорт, высокий уровень зарплаты и жизни, много возможностей для образования и карьеры, развитая система социального обеспечения и медицинские страховки, спокойный, размеренный темп жизни. Никто никуда не торопится. Нидерландцы в меру открыты, национальностей там немало, поэтому точно можно будет найти приятное общение. Большой выбор культурных и развлекательных заведений. Музеи, рестораны, клубы. Конечно, если ты становишься жителем, тогда ты будешь разочарован высокими налогами. Налоговое бремя ощущается там намного сильнее, чем в Украине. Дороговизна жизни, цены на товары, услуги, недвижимость могут показаться чрезмерными. Сложности с интеграцией, не всегда просто найти общий язык с местным населением, особенно если плохо знаешь голландский или немецкий. Хотя сейчас все больше и больше говорят на английском. Также бюрократия. Если сравнивать с Украиной, то у нас рай касаемо этой темы. Думаю, все, кто сейчас в других странах, чувствуют разницу. В основном пасмурная погода зимой, менее яркая культурная жизнь по сравнению с другими европейскими столицами и многое другое. Что же такого у нидерландцев в менталитете? А теперь давай разберем детальнее, о чем эти люди думают. Что для них важно? Какой их менталитет? Aan de Zuiderzee, een stukje hoog. Конечно, менталитет формируется историческими событиями, поэтому пройдемся по основным ключевым моментам. Развитие морской торговли в 15-16 веках. Нидерланды стали одной из ведущих морских торговых держав благодаря выходу к морю и удобному расположению. Это развило деловую хватку и предприимчивость. Взгляните на Google карту Нидерландов. Независимость от Испании в 16 веке. Борьба за свободу выработала чувство национальной идентичности и готовность отстаивать свои интересы и границы. Развитие парламентской системы в 17-18 веках. Власть перешла от монархов к выборным органам, что приучило голландцев к компромиссам и поиску консенсуса. В переговорах у них есть чему поучиться в нынешнее время, хотя я, если честно, думала, что самые сильные переговорщики – это все-таки китайцы. Осушение морских территорий. Польдеры. Это потребовало коллективных усилий и взвешенного подхода, чтобы контролировать наводнение. То есть, опять же, благодаря этому люди имеют крепкие внутренние связи между собой. Приятие инакомыслия, религиозная терпимость, открытость по отношению к разным взглядам и образу жизни, и уважение к ним. Итак, менталитет голландцев сформировался под влиянием торговли, мореплавания, борьбы с морем при освоении территорий, и это выработало прагматизм, уверенность, стремление к компромиссу. Конечно, не только это формировало менталитет, но чтобы у нас не было многочасового аудио, буду краткой. Теперь попробуем представить обобщенный портрет голландца с типичными чертами менталитета. Well, in my experience, I can say that Dutch people are very friendly. German people not always, but I think if I can compare it to Germany, they are very friendly and very helpful and just nice people overall. No bad experience whatsoever. Это прагматичный и расчетливый мужчина,
лет 40-50. Он ценит свободу, независимость, поэтому в жизни полагается в первую очередь на себя, а не ждет помощи от других. При этом он понимает, что иногда нужно идти на компромисс и умеет находить сбалансированное решение ради своего блага и блага своего окружения, которое в конце концов повлияет на него. На работе такой голландец – толковый специалист, который не любит заниматься пустой болтовней, ценит конкретный результат. Он осмотрителен в принятии решений, предпочитает все хорошо взвесить. В общении он сдержан и не любит высказывать эмоции публично, хотя его нельзя назвать безэмоциональным, при этом толерантен к другим взглядам и убеждениям. Если возникает конфликт, то этот голландец постарается найти компромиссное решение. В семье для него в приоритете стабильность и благополучие детей. Семьи крепкие, он готов много работать ради этого, но и высоко ценит личное пространство и время на хобби. Получилось представить человека? Теперь, какую финансовую систему такой человек построит? В финансовой сфере проявляется менталитет во взвешенном подходе, ориентации на долгосрочный результат. Чудесное, я считаю, прекрасное направление. А теперь рассмотрим плюсы и минусы. Плюсы. Развитая банковская система с прочными и надежными финансовыми институтами – это следствие осмотрительности и расчетливости голландцев. Достигается жестким регулированием и контролем со стороны Центрального банка, ограничением рискованных операций. Высокий уровень жизни населения благодаря эффективной экономике и сбалансированной социальной политике реализуется через развитую систему социального обеспечения, пособий по безработице и медстрахования, финансируемых из налогов. Умеренные налоги – компромисс между социальной поддержкой и стимулированием бизнеса. Этот компромисс между подоходным налогом для населения – максимум 49%, и низкими ставками для бизнеса 20-25%. Ответственное отношение граждан к личным финансам, высокий уровень сбережений. Стимулируется он развитием доступных инструментов сбережения для людей, таких как пенсионные фонды и депозиты. А какие же у нас минусы финансовой системы Нидерландов? Несмотря на высокий уровень сбережений, высокий уровень личной задолженности из-за доступности кредитов. Чтобы решить этот вопрос, Центробанк ужесточил правила получения ипотеки, ограничив соотношение кредит-доход. Медленное развитие инноваций в финансовой сфере ввиду консервативности системы. Тут нужно понимать, что на уровне человека они достаточно быстро схватывают новые технологии, как и южнокорейцы, хотя и очень долго их, скажем, разбирают на кусочки. А на уровне страны, конечно, пока ты все продумаешь, пока ты со всеми договоришься, занимает время. Решают они эту проблему тем, что государство запускает специальные программы поддержки финтех-стартапов, привлекают иностранные компании. Высокая стоимость жилья из-за ограниченности территорий и привлекательности страны. Сейчас строятся социальные дома и арендное жилье, вводятся налоговые вычеты для покупателей. Теперь рассмотрим 3 основные финансовые привычки нидерландцев. Высокий уровень личных сбережений, в том числе на пенсионных счетах. Соответственно, люди любят сберегать деньги, сохранять. Осторожное использование кредитных карт, избегание долгов. Да, задолженность есть, и она стимулирует больше уделять внимание этому вопросу. Люди планируют и откладывают деньги на крупные покупки. Какие же есть у нидерландцев установки на эту тему? Что они сами говорят о деньгах? I believe that the Dutch people are the happiest people I know. They're not really focused on getting money, becoming rich. They live really in a society that is not very competitive. And they don't show off. Живи по средствам. Одобряют умеренность в тратах и избегание долгов. Медленно, но верно. Ценят постепенное накопление богатства долгим путем. Деньги любят порядок. Аккуратное ведение личных финансов. Установки часто у всех стран схожи. И негативные, и позитивные, просто какие-то более выражены, какие-то нет. Я остановлюсь на 3 самых распространенных позитивных. А сейчас добавим немного статистики, чтобы четче понимать страну. Итак, ВВП на душу населения более 48 тысяч долларов. Это очень высокий показатель, который говорит об очень хорошем общем благосостоянии граждан. Рост ВВП 1,5-2% в год.
умеренный, но стабильный темп роста, обеспечивающий поступательное развитие. Безработица 3-4%. Это очень низкий уровень по мировым меркам, который позволяет говорить о полной занятости. Индекс счастья 7,8 баллов из 10. Это один из самых высоких показателей в мире. Население довольно качеством жизни. Доля социальных расходов 23% ВВП. Высокий уровень перераспределения на социальную поддержку граждан. В целом, у нидерландцев все идет стабильно, спокойно, хорошо. Excuse me, sir. Can you tell me where I might find platform 9 3/4? 9 3/4? Think you're being funny, do you? Same every 9 year, 3/4 packed indeed. with muggles, of course. Come on, platform 9 3/4 this way. All right, Percy. You first. Великобритания. Либеральная модель и сильный финансовый сектор. В какой-то период они создали очень удобные условия, чтобы в их страну стягивались богатые люди. И это было очень удачным решением. Великобритания воспринимается как страна с богатыми традициями и историей. Лондон – один из крупнейших финансовых и культурных центров мира. Известные британские монархи, университеты Оксфорда и Кембриджа, английский юмор. Когда ты приезжаешь в Великобританию, конечно, ты увидишь множество замков, театры, пабы. Будет легкое погружение в прошлое, сумасшедше красивая и богатая природа, озера, сады, удобный транспорт, вежливые, культурные и дисциплинированные люди. Будет ощущение упорядоченности во всем. Изысканная еда, конечно же, чай. И как же без разрушения позитивной картинки? Негативное впечатление в том, что очень часто пасмурная погода, дожди, высокие цены на товары и услуги, которые порою не соответствуют соотношению цена-качество, высокие цены на недвижимость, очень высокие. Люди при этом сдержаны в общении, замкнуты, много иммигрантов, довольно сложно с ассимиляцией. Иногда следование правилам кажется просто чрезмерным и абсолютно бессмысленным. Пройдемся по истории. Развитие мировой торговли и колониальной империи в 16-19 веках. Это выработало предпринимательскую хватку, но и осторожность в ведении дел. Промышленная революция 18-19 веков. Переход от аграрного общества к индустриальному, урбанизация. Повысилась значимость образования и науки. Формирование политических свобод и парламентской системы потребовало поиска компромиссов между разными силами. Англиканская церковь как компромиссный вариант между католицизмом и протестантизмом. Островное положение, отделенность от Европы – это выработало большую самостоятельность и гордость британцев. Военные конфликты с Францией и Испанией, они способствовали развитию чувства национальной идентичности и несколько предвзятого отношения к испанцам и Франции. Реформы в направлении либерализации в 19-20 веках. Медленный, постепенный характер преобразований. British people just generally just joke about more normally. It's just You like see it so often, everyone or it's on jokes. TV or something like that. Well, it's like everyone has this like thing like British like people are all posh and all that, but like they're not really. It's just, like everyone just jokes about. Some people can take it, some don't. So And it just depends on the person really. And the posh thing, do you think this is like someone else's opinion that's not true, or? Well, most like people from other countries think like you English people like all posh in that, and they just drink tea for like on a daily basis. So Okay. yeah, And it's just, is this not true? You don't drink tea? I drink tea. Oh, right, so it's completely true then. А теперь представим человека. Сдержанный, рассудительный мужчина лет 40-50 ценит личное пространство и независимость. Считает важным соблюдать личную дистанцию в общении с другими. На работе это профессионал, который тщательно вникает в детали, стремится все сделать максимально корректно. Не любит поспешных решений, предпочитает все хорошо обдумать. В коллективе он сдержан, эмоций не высказывает, хотя при случае может проявить сарказм и иронию. К конфликтам относится спокойно, старается найти компромисс. В свободное время ценит интеллектуальные и спортивные занятия,
и хорошую книгу, любит путешествовать и изучать культуру других стран. Семейные ценности и традиции для него в приоритете. В домашней обстановке чувствует себя максимально комфортно. Не кажется, что есть сходство с нидерландцами? Мне тоже кажется, что есть сходство, но здесь нужно обратить внимание на различия. Британцы более консервативны, чем голландцы. Голландцы в целом менее формальны в общении и ориентированы больше на достижение результата, чем на правила. Британцам в большей степени присущи чувство юмора и сарказм, а голландцы чаще демонстрируют эмоции все-таки в семье. Какую же финансовую систему такой британский житель построит? В финансовой сфере проявляются в приоритете стабильность. Лондон – мировой финансовый центр. А что любят делать высококлассные финансисты? Правильно, красиво минимизировать риски. Итак, плюсы. Стабильные и надежные финансовые институты за счет жесткого регулирования и надзора со стороны регулятора. Развитая система ипотечного кредитирования благодаря доступности долгосрочных кредитных ресурсов и конкуренции банков. Высокий уровень защиты прав инвесторов. Я бы здесь на минутку остановилась. Я думаю, что все в курсе, что в Британии очень много миллионеров живут, особенно русских, учатся очень много их детей. Так вот, там есть такой маленький момент, как защита конфиденциальности. В Британии не требуют раскрывать бенефициарных владельцев компаний. Выгодные условия для инвесторов в недвижимость. Льготный режим для иностранных состоятельных лиц нерезидентов. Сильная и независимая судебная система, которая надежно защищает права инвесторов и предпринимателей. Конечно же, в такой системе тоже есть минусы, и сейчас все меняется, корректируется, но все же место припарковать средства очень правильное до сих пор. Минусы системы. Медленное внедрение финансовых инноваций. Эту проблему пытаются решить за счет создания песочниц и дерегулирования для финтехов. Высокая стоимость жилья в Лондоне и Юго-Востоке, поэтому стимулирует строительство бюджетного жилья и развитие регионов. Зависимость экономики от финансового сектора. Что делают? Диверсифицируют экономику и развивают высокотехнологичные отрасли. Какие же у них есть финансовые привычки? Has money brought you happiness? I mean, you can do a lot of stuff, but I wouldn't say it brings you happiness. It just eases you to do a lot of things that you like, but it's not primarily the thing that it's gonna make you happy. So to answer your question, not really. Not really. Okay. Инвестиции в недвижимость распространены как средство сохранения капитала, очень схоже на СНГшный вариант, когда нужно купить квартиры, очень много квартир и просто их сдавать. Много пользуются банковскими картами и онлайн-банкингом. Экономят на покупках, ищут скидки и распродажи. Очень иногда дотошно. Теперь черед убеждений. Деньги любят тишину. Принято скрывать реальный уровень своего достатка. Это такая интрига. Мой дом – моя крепость. Недвижимость рассматривается как супернадежная инвестиция. Хорошее образование – залог успеха. И, конечно же, это не обходится без кредитов на образование. Статистика. ВВП на душу больше 42 тысяч долларов, рост ВВП около 1% в год. Хочу обратить внимание, что это остров, безработица менее 4%, индекс счастья 7,5%, доля финансового сектора в ВВП около 7%. В целом, в Британии тоже относительно стабильная и сбалансированная модель. Южная Корея. Дорамы, сумасшедшая конкуренция и бешеный темп технологических инноваций. Наверное, это будут одни из самых первых популярных впечатлений и мыслей о Южной Корее. Южная Корея воспринимается как страна из будущего с высокотехнологичной экономикой и глобальными брендами вроде Samsung, Hyundai, LG. У местных считается, что если ты нанялся работать в корпорацию, все, считай, твоя жизнь удалась. Когда приезжаешь, например, в Сеул или Пусан, скорее всего, ты впечатлишься небоскребами, технологиями, магазинами без продавцов, развитым транспортом. Как будто ты попал в будущее. Красочная, глубокая традиционная культура. Храмы, национальные костюмы, праздники, вкусная еда.
с большим разнообразием блюд и продуктов, самые разные вкусы которых и европеец, и американец не мог себе представить. Высокий уровень сервиса и безопасности для туристов, богатая природа, горы, моря, леса. Но если турист решает превратиться в жителя, то он сразу сталкивается с действительно закрытым обществом, сложным и непонятным языком. Общество имеет четкие, жесткие правила и нормы, даже что касается своей внешности. Это действительно культ. Есть иерархия, высокая конкуренция в сфере образования и трудоустройства. И иностранцы, которые устраиваются на ту же вакансию, не очень любят сами корейцы. Еще один конкурент. Очень дорого жить и дорого воспитывать и образовывать деток. Менталитет корейцев формировался под влиянием конфуцианских традиций, японской оккупации и Корейской войны. Вот это коктейль, да? Зато на выходе мы получаем глубокую культуру, которая закладывается с детства. Это трудолюбие, стремление к образованию, готовность к жертвам ради прогресса. Ключевые исторические факторы. Распространение конфуцианства с XIV века сформировало уважение к образованию, социальной иерархии и трудолюбие. Японская оккупация 910-945 годах вызвала сопротивление, усилила значимость национальной идентичности. Корейская война 950-953 года. Поствоенное восстановление потребовало жертвенности и сплоченности наций. Быстрая индустриализация 960-80-е года. Культ тяжелого труда ради экономического рывка. И они его сделали. Движение за демократию 980-90 усилило ценность свободы и прав человека. Азиатский финансовый кризис 1997 год научил бережливости после экономического шока. портрет корейца. 그 한국에서는 이제 사람을 몰라도 외모 쪽으로 걸리면은 그냥 만나게 되는 것 같아요. 근데 우리나라 경우에서는 그냥 외모만 보고 만나는 경우 거의 없어요. 외모도 보고 성격도 보고 그 사람을 막 알게 된 후에 만나기 시작하는 것 같아요. Как-то я начала уже с мужчин 30, 40, 50 лет, и в этом ориентире продолжу. Итак, мужчина, имеющий высшее образование, работает в крупной корпорации. Трудоголик, проводит на работе по 10-12 часов в день, причем по привычке. Работа – главный приоритет. Ведет умеренно здоровый образ жизни, регулярно бывает в спортзале, следит за питанием. Хотя выпить пиво с удовольствием. Аккуратный, опрятный внешний вид. Предпочитает классический деловой стиль в одежде и немного все-таки следит за модой. Экономный, не тратит много на развлечения и хобби, но может позволить себе 1-2 поездки за границу в год. Холост или женат, как правило, есть один ребенок, на которого тратится очень много средств и возлагается также много надежд, консервативных взглядов. Ценит традиции, иерархию, уважение к старшим – это закон. Вежлив и тактичен в общении, следует этикету. Причем у корейцев он свой, избегает конфликтов, ценит коллективизм, гордится достижением своей страны в технологиях, спорте и музыке. Финансовая система опирается на крупные промышленные конгломераты под названием чеболи. Плюсы – высокие темпы экономического роста, в среднем около 6% в год за последние десятилетия. Значительная инвестиция государства и частного сектора в инновации и высокие технологии, высокий уровень финансовой грамотности и вовлеченности населения в активную инвестиционную деятельность. Образование и доступность информации о финансах есть везде. Вас удивит уровень финансовой образованности просто среднестатистического, например, художника. Лидирующие позиции в таких отраслях, как электроника, автомобилестроение, судостроение, стимулируются за счет господдержки. Минусы. Очень высокая долговая нагрузка домохозяйств, до 96% от ВВП.
Проблема закредитованности. Конечно, они ужесточают регулирование кредитов. Значительное неравенство в доходах и благосостоянии населения. Решают они это повышением налогов для богатых. Высокая зависимость экономики от крупных корпораций чеболи. Им это не очень нравится, и корейцы ограничивают влияние крупного бизнеса антимонопольным законодательством. Недостаточная социальная защищенность уязвимых слоев населения. Конечно, они желают решить этот вопрос и поддерживают социально. Усиление демографической нагрузки из-за старения населения. Что делают? Они развивают сферу услуг для растущего числа пожилых и стимулируют рождаемость выплатами семьям с детьми. Привычки. Высокий уровень инвестиций в образование детей. Считается абсолютно нормальным, если ребенок летит в Британию или в Америку и получает высшее образование, а потом возвращается в Южную Корею. Активно используют кредиты на покупку недвижимости и автомобилей. Часто дарят деньги родственникам и на свадьбы. А свадьба у них, кстати, не такая, как у нас. Их свадьбы — это фотосессия плюс фуршет. Занимает около 2-3 часов. Установки. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Семья — опора в жизни. Конечно же, семья — это очень важно. И важно материально поддерживать родных. Бережливость — мать богатства. Поощряют сбережение средств на уровне государства. Статистика. ВВП на душу 31 тысяча. Экономический рост в среднем 6% в год. 6. Индекс счастья 4,8 балла. Из-за жесткой конкуренции и сложностей с созданием семьи, а это базовая потребность. Долг домохозяйств 96% от ВВП. В целом, как видишь, в Корее сильная роль государства и крупного бизнеса. 3, 2, 1. This year's been tough and confusing, but progress is moving. Well, a glacial pace. Sorry. But all of Australia loves you, and we'll never judge you. You just need some space. A pal to rely on. A shoulder to cry on. In Australia. Австралия. Сюда отправляли тех, кто в Британии совершил какое-то преступление, поэтому это остров преступников. И частично это правда. В 18-19 веках Великобритания действительно отправляла в Австралию осужденных преступников. Однако это было лишь на раннем этапе колонизации Австралии. Позже сюда стали переселяться добровольные переселенцы из Британии и других стран. Общее впечатление. Австралия ассоциируется с кенгуру, серфингом и открытыми, оптимистичными людьми. Страна возможностей с высоким уровнем жизни, яркая экзотическая природа, пляжи, Улуру, большой барьерный риф, дружелюбное и гостеприимное население, очень легко идущее на контакт, высокий уровень сервиса, развитая туристическая инфраструктура, интересная аборигенная культура и искусство, вкусная еда с большим количеством морепродуктов. А потом ты сталкиваешься с высокой стоимостью жилья, особенно жилья в крупных городах, сложности с трудоустройством из-за высокой конкуренции, дороговизна услуг здравоохранения и образования для мигрантов, некоторая ксенофобия по отношению к мигрантам. Какой же менталитет на этом далеком отдаленном участке? So I don't know, I just feel like most of the people, one of the pastors of a church that I went to is from Australia, and I feel like they're always very upbeat and fun. Yeah, I've met a couple. Actually, we work together, and one of our colleagues' boyfriend is Australian. He's a great guy. Yeah. But yeah, I find that in general, like, they've been friendly. I mean, I haven't met a lot of Australians, but I never met anybody from Australia that I didn't like. So this is kind of, and people I met and spend more time, and people that I met casually, like you. Yeah. So I think Australians are pretty nice people. По истории. Менталитет австралийцев сформирован историей переселенцев, осваивающих новый континент. Это был 19 век. Индивидуализм, предприимчивость и вера в успех должны были сопровождать этих людей. Борьба с суровой природой в условиях изоляции сформировала полную самостоятельность. А природа, как вы точно знаете, действительно сурова. Говорят, из туалета может к тебе наведаться змея, и это не шутка. Золотая лихорадка, которая сформировала дух предпринимательства. Австралийская мечта.
о собственном деле. Равноправие переселенцев разного происхождения. Тесная историческая связь с Великобританией. Хоть они и явно отличаются от британцев. Дух пионеров, первопроходцев. Как же выглядит австралиец? Мужчина 25-35 лет. Такой возраст, так как ощущение от них более молодое, свежее, отдохнувшее, когда нету этой тягости из истории прошлого. Имеет высшее образование, работает в сфере бизнеса, туризма или технологий. Активный образ жизни, увлекается спортом, скорее всего морским и путешествиями. Много времени проводит на свежем воздухе. Оптимистичный и жизнерадостный, ценит комфорт и материальный достаток. Прямолинейный и открытый в общении, ценит искренность. Индивидуалист, ценит личную свободу и независимость. Толерантен к другим культурам, но ожидает уважения к местным законам. Гордится красотами своей страны и ее достижениями в спорте и бизнесе. Мечтает о собственном доме и создании семьи с детьми. Заметьте, 23 и 35 лет. Только мечтает. Финансовая система. Плюсы. Стабильный экономический рост, основанный на добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве и туризме. Либеральная экономика с минимальным госрегулированием, благоприятный климат для бизнеса. Развитая система ипотечного кредитования. Многие граждане имеют собственное жилье. Высокий уровень жизни и доходов населения по мировым меркам. Сильный и стабильный национальный доллар. Минусы. Высокий уровень личной задолженности и потребительского кредитования, значительное социальное неравенство в доходах и возможностях, высокие цены на недвижимость, особенно в крупных городах, зависимость от экспорта полезных ископаемых и сырья, дороговизна услуг здравоохранения и образования по мировым меркам, установки «не трать больше, чем заработаешь». Покупай австралийское, у них сильно развит патриотизм в потреблении. Вкладывайся в недвижимость. Распространенное мнение, что вложение в жилье и землю – надежный способ сохранения и приумножения капитала. Финансовые привычки. Распространены рисковые инвестиции через фондовый рынок. Активно берут ипотечные кредиты, в том числе на инвестиционное жилье. Тратят действительно много на развлечения и хобби. Статистика. ВВП на душу больше 53 тысяч долларов. Экономический рост 2-3% в год, индекс счастья 7,3 балла, коэффициент Джини 37,8. Это нам говорит о довольно высоком неравенстве. В целом в Австралии мало госрегулирования, что имеет свои плюсы и минусы. Аргентина. Аргентина славится страстным танго, Месси, футбольной атмосферой, аргентинским асадо, это барбекю, захватывающая природа, водопад Игуасу, Анды, патагонские степи, дружелюбные и темпераментные люди, легко идущие на контакт, вкусная еда, особенно мясные блюда и вино. И да, конечно, когда становишься жителем, вся нестабильность экономики и политики, о которой знают все, чувствуется сполна. Высокий уровень инфляции, частое обесценивание национальной валюты, дороговизна импортных товаров из-за пошлин и налогов, проблемы с безопасностью в некоторых районах, бюрократия и взяточничество властей. Менталитет аргентинцев сформирован историей испанских конкистадоров, популистских лидеров и военных переворотов. Это страсть, гордость, пренебрежение правилами. Испанское колониальное прошлое дало наследие из авантюризма и индивидуализма. Череда военных диктатур и переворотов привили полное недоверие к власти. Культ харизматичных лидеров-популистов.
Массовая иммиграция из Европы в 19-20 веках. У очень многих жителей есть европейские корни и паспорта, которыми они гордятся. Неоднократные экономические и финансовые кризисы. Из-за такой череды присутствует психологическая усталость финансовая и, конечно же, бедность. Любопытно, что они как бы компенсируют семьей и семейными ценностями этот нюанс. Портрет аргентинца. Мужчина 30-40 лет, среднее или высшее образование, работает в сфере услуг, туризма, иногда госслужащий. Общительный, очень эмоциональный, легко заводит знакомства, много жестикулирует, увлечен футболом и политикой, может часами дискутировать на эти темы, ценит красоту и эстетику, следит за модой и своим внешним видом. Все-таки европейские корни дают о себе знать. Индивидуалист, не любит иерархию и правила, стремится к полной свободе. В целом он не склонен экономить. Оптимистичный и нацеленный на успех, но иногда слишком рискованный. Гордится красотой своей страны, ее культурой и историей, мечтает о собственном доме, любимой работе и путешествиях. В целом его яркие отличия будут в том, что он импульсивный, страстный, гордый и изобретательный. Финансовая система. Плюсы. Очень высокий предпринимательский дух населения, много малого и среднего бизнеса, поддерживают предпринимательство льготным кредитованием и упрощением бюрократии. А о прибыльности вопрос задавать не будем. У них очень богатые природные ресурсы. Конечно, они развивают добычу полезных ископаемых, в том числе за счет иностранных инвестиций. Квалифицированные трудовые ресурсы, хороший образовательный уровень. Они вкладываются в подготовку кадров и привлечение иностранных специалистов. Разнообразный туристический потенциал и развитая индустрия туризма, которая очень позитивно влияет на экономику. Минусы. Хроническая экономическая и финансовая нестабильность, я бы даже сказала усталость. Для стабилизации экономики проводят финансовые реформы и оптимизацию госрасходов. Они стараются. Высокий государственный долг, риск дефолта. Ведут переговоры о реструктуризации внешнего долга. Частые валютные и долговые кризисы. Высокая инфляция. Борются с инфляцией, а не жесткой монетарной политикой. Слабость национальной валюты. Утечка капитала за рубеж. Для укрепления национальной валюты наращивают золотовалютные резервы, хоть это и очень медленно происходит. Зависимость от импорта энергоносителей и промышленных товаров. Они стимулируют импортозамещение в промышленности и сельском хозяйстве. Хочу обратить твое внимание, что в такой ситуации отношение к деньгам будет, на удивление, легче и проще, чем в других странах, которые мы с тобой рассмотрели. Понимая, что деньги могут обесцениться, есть две крайности. Они или легко с ними расстаются и живут одним днем, или вкладывают в недвижимость. Тут от уровня образования скорее зависит и истории самой семьи. И также в Латинской Америке более развита семейственность, на которую каждый член семьи будет опираться. Привычки. Хранят сбережения в долларах из-за инфляции в песо, хоть это и сложновато для местных. Вкладывают в недвижимость как защиту от обесценивания средств, часто пользуются неофициальным обменом валюты. Статистика. ВВП на душу населения $9000, инфляция свыше 40% в год, индекс счастья 6,3 балла, госдолг 90% ВВП. В целом мы увидели ту же картину, только немного глубже, которую знали. В Аргентине нестабильная финансовая система из-за политических и экономических факторов. И есть легкое ощущение бомбы, которая вот-вот взорвется. Время подводить итоги. Что мы с этого можем взять себе на заметку? В плане менталитета. От голландцев и британцев. Взвешенность и осмотрительность при принятии решений. Не спешить, все тщательно обдумывать. От корейцев и австралийцев. Трудолюбие и целеустремленность, регулярность своих действий. Ставить перед собой амбициозные цели и упорно идти к ним. От аргентинцев. Оптимизм и изобретательность. Искать выход из сложной ситуации и никогда не падать духом. В финансовой сфере от Великобритании можно перенять привычку инвестировать и накапливать сбережения, при этом делать это довольно спокойно и медленно. От Южной Кореи умеренно и разумно пользоваться кредитами, избегая чрезмерных долгов. От нидерландцев
важность социальной ответственности государства и поддержка нуждающихся. Конечно, люди везде разные. Истории, жизненные ситуации и, как ты уже, наверное, заметил, установки мыслей и инструменты к решению каких-то проблем довольно похожи. В каждой стране есть и ленивцы, и трудоголики, и те, кто любят копить деньги, и те, кто тратят быстрее ветра. А наша задача – научиться лучшему. Как тебе такое маленькое путешествие? Спасибо, что прослушал. Поделись своими мыслями и впечатлениями. Мне будет интересно. Кстати, текстовый вариант будет у меня на сайте. И до скорой встречи!